Для работы нам потребуется атласная лента шириной 4 сантиметра, репс и органза шириной 2,5 сантиметра, бусинки на ниточке, заколка уточка размером 5,5 сантиметра и репсовый кружочек диаметром 4 сантиметра. Берем атласную ленту размером 4 на 9 сантиметров. Всего нам потребуется 15 таких лепестков. Будем формировать лепесток розы. Складываем края, подводим к середине и фиксируем все зажигалкой. Всего нам потребуется 15 таких лепестков. Будем формировать розу. Берем первый лепесточек, наносим клей. Скручиваем. Прикладываем следующий лепесток. Аккуратно все скручиваем. Смотрим. И дальше будем клеить по кругу все лепестки один за другим. Расправляем лепестки розы. Вот такая вот роза красивая, состоит из 15 лепестков. Берем 6 отрезков органзы размером 2,5 на 7 сантиметров. Собираем все на иголочку с ниточкой. Закрываем, хорошенько стягиваем. Расправляем органзу.
Теперь берем органзу и нашу розочку будем приклеивать ее снизу розочки, для того, чтобы вот эти вот края у нас были закрыты и все было аккуратно. Наносим клей именно по краю розы, немножко на середину. Приклеиваем. Обязательно края прижимаем. Если наша роза помялась, ничего страшного. Она у нас расправляется, хорошо держит форму. Вот смотрите, вот ленточки закрыли краешки розы. И ничего не будет у нас видно. Итак, далее берем органзу и репс шириной 2,5 сантиметра, по 6 отрезков нам нужно. Получается 2,5 на 9 сантиметров. Будем прикладывать органзу к репсовой ленте и прошивать все вместе. Собираем все на иголку с ниточкой. Стягиваем хорошенько. И закрываем. Нам потребуется 2 таких кружочка с ленточками. Будем склеивать их между собой в шахматном порядке. Далее наносим клей, приклеиваем розу. Теперь берем фетровый кружочек диаметром 4 сантиметра и заколочку уточку размером 5,5 сантиметра. Делаем надрезы на фетре. Продеваем. Приклеиваем. Обязательно хвостик заколки приклеиваем между лентами, чтобы удобно было держать. Далее берем бусины на ниточке, делаем петельки любого размера, который вам хочется сделать. Например, я сейчас возьму вот столько вот, сейчас отрежу и скажу вам точный размер. Десять с половиной сантиметров. Беру ниточку, скручиваю специально. Так удобнее будет мне клеить их.
хвостики не будут убегать. Вот так удобно будет мне приклеивать. И далее я буду приклеивать эти петельки именно вот внутри лепестка. Вот здесь вот, если вам видно, наношу клей. И завожу именно в лепесточек розы. Одинарные также можно будет приклеить. Также рядом. Также вот делаем такие одинарные бусинки. Зафиксируем их ниточкой. Мне так просто удобнее. Они не разбегаются, бусинки, никуда. Заводим именно в лепесток розы. Все. Также можно будет дополнить розу такими вот стразами. Хоть и стразы у меня на клею, но я все равно сажаю их на горячий клей. Вот и все, мастер-класс наш подошел к концу. Вот такое вот красивое изделие у нас получилось. Роза абсолютно невесомая. Очень красиво будет смотреться на волосах. Основа заколка, уточка. Размер готового изделия 9 сантиметров. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока!